Привет всем! Сегодня хочу вам рассказать, как получить номер Песель. Получить номер Песель абсолютно не тяжело, даже несмотря на те изменения, которые возникли в 2016 году. Мы получали с друзьями Песель уже в апреле этого года. Есть у нас работающее обоснование, по которому можно получить номер Песель. Вот так вот выглядит внесок, вот так вот печать стоит, когда его принимают. Все описания более подробно описано и подстава правна, все есть внизу, вы можете увидеть это. 1 апреля мы подали заявление, и 5 апреля вот так вот выглядит этот Песель, мы его получили. Основанием для получения является открытие компании. Вам компанию открывать не придется, вы просто изъявляете желание. И для того, чтобы вас внесли в КРС, реестр судебный, вам необходим этот номер Песель. Также вот ссылка на этот закон будет, и вы можете это все прочитать более подробно. Все будет в описании. Для чего нужен Песель? В двух словах. Во-первых, всегда при обращении в больницу у вас будут его спрашивать. Если вы хотите застраховать автомобиль в страховой компании, существует система скидок, которые доходят до 70%. То есть, если у вас нет Песеля, вы страхуетесь на общих основаниях и не учитывается ваше безаварийное вождение. Скажем так, на следующий год у вас не будет скидки, скорее всего. А как я говорил, она может доходить до 70%. При обращении в банки, при открытии счета также будут требовать у вас, и обязательно при устройстве на работу, скорее всего, тоже у вас его попросят. Какие необходимы документы для получения Песеля? Это обязательно прописка. В моем случае это была карта временного вида на жительство, и от меня также потребовали переведенное свидетельство о рождении. Это тот документ, который вам в любом случае будет необходим, так как в многих документах в Польше необходимо внести имя отца и матери. И если вы не знаете, как правильно это написать, то у вас по памяти там в один раз вы так напишите, в следующий раз вы можете написать по транскрипции по-другому. В любом случае вам этот документ пригодится, сделайте его заранее, переведите, и в любом случае он будет необходим при подаче этого заявления. Что еще хочу вам добавить напоследок, что будьте уверенней, будьте решительней, сотрудники этих государственных учреждений будут всячески вам стараться отказать, принять вашу заявку, объясняя это тем, что вам Песель не нужен с недавнего времени, но вы спокойно, без лишних эмоций настаиваете на том, что у вас есть такая возможность подать заявление, и вы хотите ей воспользоваться. В случае отказа вы будете обращаться к юристу, так можете и сказать, и оспаривать это решение. Также очень важно, чтобы вам ответили именно письменно, и попросите ответ получить на почту. Есть такая возможность. Ну что, желаю всем удачи. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях или добавляйтесь в Фейсбуке. Если буду знать ответы, с удовольствием вам подскажу. Также хочу сказать большое спасибо Анатолию Бойчуку. Ссылку на его блог вы найдете внизу также. Очень много полезной информации по проживанию в Польше, по получению гражданства и вида на жительство вы можете также найти на его блоге. Всем привет, все, удачи!